І знову вітання всім! Ви на канале Школа Вязания, с вами Катерина Мушин. В сегодняшнем видео мы будем продолжать вязать вот этот кардиган спицами. Значит, сегодня у нас последняя часть, где мы должны выполнить рукава. Вот такой рукав. На рукаве у нас будет такое же сжатие примерно как на талии. Всего у нас кардиган получился фигурой песочные часы. Так, манекен у меня размера М, кардиган вяжется на размер XS, поэтому видите немножко натяжку на этот манекен, но как на девочке вы уже видели. Значит, также у нас расширение до низа, это позволяет носить кардиган в школу под шотландскую юбочку, получается так очень красиво. Значит, выполнено все регланом с капюшончиком. Значит, вот так выглядит один из моих рукавов, второй мы довяжем вместе. Как видите, рукав я сделала фигурный. Значит, сюда я вот эти сжатия рукава, я все убавки, которые есть в рукава, у меня вот здесь и здесь. Таким образом, они скрытые, и их не видно вот здесь. Видите? Ни под проймой, ни в процессе длины убавок не видно. Здесь под проймой, если мы набирали 6 петелек для тела, то на рукав я всегда беру на 2 петли больше. У меня таким образом получается окружность около 36 сантиметров, что супер для моего размера. Для каждого следующего размера там будет высота самой проймы больше, соответственно высоту рукава тоже больше, и эта окружность будет больше. Если вы все же меряете, что у вас очень худенькие ручки, слишком здесь много, вы можете выполнить убавки треугольником. Вот так, как мы делали в предыдущих наших кардиганах. Можно посмотреть, их вариантов много. Здесь я так не делала. Также все убавки вот сюда спрятала. Каким образом? Ну, смотрите. Во-первых, длину рукава я условно поделила вот пополам. Из них 5 сантиметров отдала именно вот сюда. Так, эти 5 сантиметров я вязала вот до них лицевой гладью. 5 сантиметров резиночкой. А затем, когда выходила из резинки на лицевую гладь, все изнаночные выполнила по 2 вместе изнаночным. И таким образом по кругу убавила равномерно 10 петелек. Видите, вот здесь окружность уже меньше, чем здесь. То же самое также спрятала здесь. Перед тем, как перейти на резиночку, я тоже равномерно убавила 10 петелек. Так, теперь о длине рукава. Ну, значит, я давала вам вот такую выкройку. Вот. И как видите, на выкройке, чем больше у вас размер, тем меньше вот эта длина рукава. Почему это так? Смотрите. Вы вязали регланную линию. Для каждого следующего размера вы вязали больше, больше, шире, шире, шире. Так? То есть вы добавляли не только ширину, вы добавляли и сюда длину. Таким образом, сюда вы должны провязать уже меньше. Если будете мерить длину рукава не от проймы, а от горловинки, вот это от плеча все, то у вас будет одинаково для всех размеров. Так, но это все условно. Предлагаю каждый, чтобы себе размер посчитал самостоятельно. Смотрите, примеряем кардиган. Вот я ставлю так метр, придерживаю и меряю, до какой длины именно отсюда хочу длину рукава. Видите, у меня 40 сантиметров супер и плюс 6 сантиметров для такой длинной резиночки будет. Вот это и есть вот этот рукав. Смотрите, если этим же метром померяем, от проймы у нас будет так. Вот здесь 40, а здесь 46. Видите, 46 сантиметров. Из них я 5 сантиметров для резинки вычислила, то есть 40 минус 5, это ну, примерно 35, и разделить на 2, это около 17 с копейками. Вот, раз, два, вот эти две части. Вот рукав на моей руке. Получается вот эта резиночка, видите, примерно сразу после локтя. Вот. Или на локте, или после локтя. Так, значит, сегодня мы с вами должны вот этот рукав таким образом связать вместе. Так, напоминаю, у нас на рукав здесь осталось 52 петельки. Здесь мы подбирали 6 петель, значит, на 2 петельки больше, это 8 петель мы должны подобрать. Вот. Значит, вязать я буду спицами 4,5, но вот такой малой окружности. Это очень удобно. У кого нет таких спиц 4,5, вы можете брать с длинной леской, но туда придется вытягивать с каждой стороны. Далее резинку, этим уже будет неудобно, я перейду на чулочные спицы 4,0 мм, так
резинка будет вязаться меньше. Так, значит, здесь один фиксатор я поменяла на спицу, и этой спицей буду подхватывать петельки. Так, раз, два. Именно вот эти наборные петельки подхватываю. Одну до, и затем вот 3. Тогда это 3, это 4, 5, 6, 7 и одну после. Так вот. После я просто подхватываю крайнюю. Также и там сделала. Вот, подхватила равномерно 8 петель. Значит, начинаем вязать лицевыми. Вот первая петелька лицевая. Затем ниточку вот так перебросит одна через вторую, чтобы она там зафиксировалась. Вторая петелька провязывается лицевой. Так, и третью провязываем лицевой. Четвертую провязываем лицевой. Так, 4 петельки мы провязали. Это половинка нашей проймы. Здесь я ставлю маркер. Так, вот маркер тот же, что был ранее. Далее это считать как начало ряда. Так будет удобнее. Так, продолжаю вязать лицевыми. Так, вот раз, два, 3, 4. Вот, видите? Все, что набрали, мы провязали. Так, теперь петли рукава. Значит, у нас сейчас на спицах 60 петель, кстати. Но здесь, если мы просто вот так начнем вязать лицевой, видите, будет очень большое отверстие. Чтобы его не было, мы подхватываем вот эту петельку, что соединяет, видите, вот, что стягивает вот тут петлю, вот она. И их провязываем как 2 вместе лицевой, вот. Таким образом мы подтянем вот эту петельку, и видите, дырочка есть, но она уже соразмерна с теми дырочками, что у нас были при реглане. Так, дальше все петельки тоже выполняем лицевыми. Вот по кругу каждую петлю вяжу лицевой, вот так полностью все петли. Так, с этой стороны, когда я довязываю все петельки, последнюю пока просто переснимайте. Видите, полностью я отложила вот эту дополнительную спицу. А с последней петлей нам нужно сделать ту же манипуляцию, что с той стороны. Так, значит, от нее вот эта петелька, видите, ее уменьшает. Так, да, вот это. Значит, эту петлю я перевожу на левую спицу, последнюю петлю возвращаю на левую спицу, только поворачиваю вот так правыми стеночками назад, видите, и провязываю как 2 вместе лицевой за задние стенки. Вот. Таким образом я тоже подтянула здесь. Так, и довязываю лицевыми до зеленого маркера. Так, здесь стянуть больше. Не забывайте, что начало ряда у нас у маркера. Вот, довязала. Так, готовы все наши 60 петель. Видите, небольшая окружность, но удобно вязать, так как я взяла спицы маленькие, именно леску маленькую. Переснимаем маркер, и теперь ряд за рядом все петельки по кругу мы вяжем просто лицевыми петлями, то есть лицевую гладь. Вот, петелька за петелькой. Вот так по кругу. Аж до момента, когда нам нужно будет вязать вот эту резиночку. Когда начинать сжатие, меряем так. Общую длину рукава, это 46 сантиметров, отнимаем резинку внизу, это 6 сантиметров. Также отнимаем вот эту ширину, 5 сантиметров. Вот осталось 35, делим на 2 по 17,5 сантиметров. Здесь. Так, значит, сейчас я провязала 17 сантиметров. Проверяем. Вот, и это у меня 40 рядов получилось ровно. Значит, теперь вяжу 6 сантиметров резиночки. Значит, смотрите, так как по кругу у нас 60 петель, мне нужно разделить эту резиночку так, чтобы было или кратно 6, или кратно 10, правильно? Я выбрала кратно 6, чтобы сделать 10 убавок. Значит, вязать будем, чередовать 2 изнаночные и 4 лицевые. Получится 6 петель. Значит, смотрите, так как у нас маркер по центру, хорошо одна изнаночная до маркера, одна после. Если мы сейчас одна изнаночная свяжем, а эту в следующем ряду, у нас будет здесь некрасивая ступенька. Поэтому я вот так вернула петельку, провязала изнаночной. Вот, видите?
И теперь это изнаночная. Далее чередую 4 лицевых, 2, 3, 4, 2 изнаночных, 4 лицевых, 2 изнаночных. Вот. И так по кругу. Так мы довязываем 2 изнаночных, 4 лицевых, 1, 2, 3. Так довязываем вот 2 изнаночные, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. И вот до маркера изнаночная. Так, теперь снять маркер, изнаночная после и продолжайте вязать по кругу. 4 лицевые, 2 изнаночные. То есть вот так резиночкой 2 на 2, 6 сантиметров провязываем. Значит, резинкой провязано 14 рядов. Вот смотрим, как раз 5 сантиметров. Значит, дальше опять перехожу на лицевую гладь, но делаю убавление. Значит, на каждые 2 изнаночные петли мы одну убавляем. Также начинаю с вот этой петельки, что до маркера. Так, тут я довяжу до маркера, забираю маркер, ставлю его на одну петлю сюда. Теперь начинаем 2 вместе лицевой, 4 лицевых, 1, 2, 3, 4. Снова 2 вместе лицевой, 4 лицевых, 1, 2, 3, 4. Вот. И так по кругу чередуем 2 вместе лицевой, 4 лицевые. Так, довязываю 2 вместе, 4 лицевых, 2, 3, 4. Переснять маркер. Значит, теперь у меня по кругу равномерно 50 петелек. Так, 10 убавили, 50 осталось. Так, дальше опять вяжем полотно лицевой гладью. Лицевой гладью вяжу каждую петельку уже до конечной длины минус нашу резиночку в конце. То есть я снова вяжу 40 рядов или 17 сантиметров. Так, здесь провязано еще примерно 17 сантиметров. Общая длина, видите, 40 сантиметров. Все, как мы рассчитали. Значит, дальше осталась только резинка. Для резинки нам нужно уменьшить наши спицы. У меня спицы 4,5. Но так как мы не только уменьшаем спицы, но и уменьшаем количество петель, я перехожу на чулочные спицы номер 4. Ими будет вязать легче. Лицевая, и уже вот этими спицами продолжаю вязать. Значит, я равномерно должна убавить 10 петель. Значит, у нас всего 50 петель, на 5 петель одна убавка. Так вот, 1, 2, 3, 4, 5. Из них должно остаться 4 петли. Делаем это так: 2 вместе лицевой, то есть наша убавка, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот, из 5 петель осталось 4. Повторяйте, смотрите, 2, 4, 5 петель. 2 вместе лицевой, наша убавка, затем изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот, 2 вместе лицевой, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот так. 2 вместе лицевой, изнаночная, лицевая, изнаночная. Значит, одновременно распределяю петельки примерно на 3 спицы. 4 будем вязать. Вот на вторую спицу продолжаю также вязать 2 вместе лицевой, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так, довязываю 2 вместе лицевой, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так, вот вязала я ряд. Всего у меня по кругу теперь 40 петель. Распределила их как 12, 12 и все остальное. Так удобнее. Значит, теперь такой маркер ставлю между спицами. Тут уже не подходит. Вот просто на несколько рядов ниже. Между спицами у нас начало ряда. И вяжу
чулочными спицами резиночкой 1 на 1, чередуя лицевую, так и изнаночные петельки. Одна лицевая, одна изнаночная. Так, вот лицевая, изнаночная. Когда мы довязываем все на одной спице, вот так поворачиваем и начинаем вязать на второй спице. Немножко стягивайте вот эти петельки между спицами, иначе вас там будет видно. Так, значит, вот так ряд за рядом, резиночкой 1 на 1 мы вяжем 6 сантиметров. Это 16 рядов. 16 рядов резинки 1 на 1. 16 рядов провязано, видите, плотнее вяжется, чем наша лицевая гладь, так как мы уменьшили спицы. И 16 рядов, те же 6 сантиметров. Так, закрывать петли теперь будем так свободно, чтобы не стянуть окончательно этот весь рукав. Первая у нас идет лицевая петля. Я ее не провязываю, я ее снимаю. Так, снять лучше как лицевую. Перед изнаночной петлей делаю стандартный накид. Петлю следующую провязываю изнаночной петлей. И затем накид и снятую петлю перебрасываю через провязанную. Вот. Следующая у меня лицевая. Делаю обратный накид. Обычный накид вот так делается, а обратный в другую сторону. Провязываю петлю лицевой, затем накид и первую петельку подхватываю и протягиваю через вторую. Повторяем: изнаночная петля, стандартный накид, провязываем петлю изнаночной, накид и первую петлю перебросить через провязанную. У нас лицевая петля, делаем накид обратный, петлю провязываем лицевой, накид и петельку первую перебросить через вторую. Значит, так дальше повторяем. Накид, изнаночный провязать, 2 первые сбросить на вторую, обратный накид, лицевую провязать, вот накид и первую через вторую. Вот закрываются все петельки таким образом. Давайте закроем все петли на первой спице. Раз, два, подхватить. Так, не сбросили. Если тяжело 2 сразу, можно вот провязать, сбросить сначала накид, а затем петельку. Будет тот же эффект. Так, стандартный накид изнаночная. Первые 2 набросить на вторую. Обратный накид лицевая. Первые 2 набросить на вторую. Стандартный накид изнаночный. Первые 2 на вторую, отложить спицу и перейти к закрыванию на следующей спице. Так, обратный накид лицевая, первые 2 на следующую. Значит, так мы закрываем абсолютно все петельки. Вот, закрытый край, видите, получается такой эластичный. Так, последнюю провязываем изнаночной. Накид и первые 2 и первую петлю на вторую. Вот, довязано. Значит, теперь вот эту петельку крючком завести в первую петлю. Так, раз, два. Подхватить крючок и туда отправить. Отрезаем хвостик и продеваем в эту петельку. Так, стянуть. Вот такой получается рукав. И вот сюда у нас тогда отошло все, что осталось от нити. Так, маркер можно убрать и конец нити спрятать. Этот и последующие концы прячем с изнаночной стороны. Стараемся спрятать вдоль лицевых петель. Вот та, что у нас здесь изнаночная, с изнанки она лицевая. Вот если вот так крючком подхватить край этой петельки, вот каждый ряд снизу вверх, то хвостик сюда можно спрятать.
расправить. Все спрятано. Так, можно еще ниже. Снова я подхватываю и вправляю туда хвостик. Желательно оставлять не вот так, а заправлять ее вот как будто несколько раз в другую сторону. Вот, к примеру, раз. Так. И после низа пару раз вверх. Так, остатки отрезать. И с лицевой стороны. Вот хвостика нет. Все, готово. На данный момент у нас полностью готовый весь кардиган. И осталось нам пришить такие пуговички диаметром 2,5 сантиметра с такой плетенкой. Интересно, я выбрала. Значит, меряем, где должна быть пуговица. Вот здесь по центру. Пришиваю с помощью иглы с толстым ушком, но так, чтобы ушко вошло в пуговицу. Угу. Вот соединяем сначала ниточку, прошивая ее несколько раз. Так, давайте уже пуговицу и все пришить. Затем вывести на изнанку. Значит, у нас, например, на 9 сантиметров между пуговицей, поэтому я каждый раз буду закреплять нить и отрезать, и соединять новую. Вот закрепила, отрезала. И меряю следующую пуговицу. Вот эту можно застегнуть. Следующая должна быть вот здесь. Из остатков у меня осталось 3 моточка небольших вместе 55 грамм. То есть ушло у меня из 8 моточков 750 грамм на вот этот шедевр. Так, данные вещи должны пройти ВТО. Можно вот так попробовать просто отпарить. Видите? Не слишком прислоняя. Если честно, капюшон я полностью стирала. Но здесь такое большое изделие, что если его постираю, так оно без теплого пола сейчас будет очень долго сохнуть. Вот видите? Вот особенно вот эти переходы желательно возле косички расправить, так чтобы здесь все было ровненько.